Друзья мои, утро началось с такого безобразия. Но это она не упала. Да я решила, что ее нужно пересадить. Да, цветущий, но ничего. Пытаюсь разрезать горшок, девочки. Мох растет. Мне не нравится ее цвет листьев. Девочки, я ее припудрила от вредителей. Я уже просто не знаю. Она вот так вот желтит листья. Мне это не нравится. Сейчас хочу ее вытянуть и посмотреть, что такое. Она болела у меня. Это Джулия. Она болела. Я ждала, пока она отцветет. Она долго цветет. Я приготовила горшочек. Хочу ее, знаете вы что? Хочу ее все-таки в закрытую систему посадить. Сильно быстро она пересыхает, девчонки. Не взяла секатор, взяла свои любимые ножницы. Сейчас вот так горшок разрезаю. Я ее перевалю, девочки. Перевалю, да и все. Она попроращивала корни сюда вниз, видите? Короче, проблема... Вот тут корень сухой, можно не бояться. Попроращивала корни. Тяжело ее отсюда теперь извлечь. Горшок такой еще, знаете, приличный. О, какое-то движение началось. Может, я так вытащу? Так, ребята. Да нет. Хотелось бы, да не выйдет. Вот эти надо пообрезать, поперечные. Вот я всегда с этой посадками, с этими пересадками, вот всегда переживаю, чтобы не повредить корни. Так, я вроде там что-то чикнула, но не чикнула. Так, сейчас, девочки. Ой, такой горшок еще, знаете, достаточно плотный, ребят. Дно у него хороший, крепкий горшок. Бывают горшки, которые разлетаются. Сейчас, ребят, сейчас я выстригу и покажу. Все-таки я взяла секатор. И буду секатором орудовать. Сейчас эти перегородки все почикаю. Ну, где-то, может, конечно, корень задену, но не без этого. Не без этого. Джулия любит корни растить, но я купила, ребята, нездоровый экземпляр. В общем, что-то мне вот, знаете как, бывает вот такое, вот хочу вот срочно этот сорт. Зашла в объявление и с рук взяла маленькую Джулию. Она, что ж я на секатор надо брать. Она пришла в ужасном состоянии, конечно. Я расстроилась. Ну и вот до сих пор с этой Джулией, она вроде у меня и зацвела, и все. Ну, о, все, отстригла. Она хоть и зацвела, ребят, но она вот чахнет. Знаете, я говорю, ну что ты чахнешь? Что ты чахнешь? В чем причина? Может, пересыхает. Здесь у нее археата вместе с пеностеклом. Видите? Даже не хочу ломать этот ком. Немножко мох тут попрорастал. Я сейчас просто вот взяла вот такой горшок. И я хочу ее на низ положить. А ну. Ой. Я вниз положу керамзита, добавлю мха и сделаю ей такую, знаете, посадочку более влагоемкую. Да, вы скажете резко, да, я понимаю, что резко из такого содержания в такое. Ну вот, единственное, я хочу сейчас посмотреть, что там у нее с этим листом. Ну, к шейке тут не доберешься, однозначно. Однозначно. Вот этот лист вообще стал вот такой желтый, девочки, посмотрите. Либо что-то ей не хватает. Но здесь сказать, что здесь на шее какая-то беда. Я ее лечила. Вот здесь была беда выше ярусом.
Вроде как она себя излечила. Но мне не нравится. У нее вот в основном большинство листьев вот такого вот, видите, окраса. Вот они все. Они все какие-то вот такие, видите, с желтизной. Желтизна по всему листу желтизна. Мне непонятно. То есть что-то ей не хватает. Ну, надо добавить ей немножечко вкусняшек. Ну, орхиата нормально. Ну, как бы вот видите, вот что-то все-таки. Она уже полностью оплела всю эту орхиату. Может, действительно ей не хватает новых компонентов, нового грунта. Тут немножко я добавляла ей этого осмокота. Думаю, питания что ли ей нет. Сейчас, девочки, возьму сюда, насыплю вниз керамзит, а потом мха наложу и посадим ее. Сделаем все быстро. Так, друзья мои, я хорошенько промыла волокно. Волокно надо очень хорошо промывать. Можно даже замочить на какое-то время, чтобы оно полежало замоченное. Вот у меня тут керамзит. Вот есть большой. Я его просто на дно уложу. Даже с пеностеклом. Пеностекло лучше вытащить. Оно лучше в посадке будет в верхней части. Так, керамзита чуть-чуть. Ну, я много не ложу. Вот так. Вот так чуть-чуть положила керамзита, девчонки. Так. Я положу теперь. Кто-то мох ложит. Я положу немножко волокна. Так, сейчас уберу мусор. Положу кокосового волокна в подушечку. Вот так. Ну, мох тоже будем использовать. Вот тут у меня остатки живого мха. Он уже у меня давненько. Может, начнет расти начнет в посадочке. Так, королевна. Думала снять этот лист. Ну, толку, что я его сниму. Вот как раз вместе, там, где цветонос вот вышел. Она настолько плотно растит листья, настолько плотно она растит все. Фиг поймешь. Тут надо полностью ее потрошить. Я не хочу ее корневой ком этот сильно нарушать. Она и так у меня ледве дышит. Так, ну, так она хорошо села на эту всю посадку. Давайте мха положим чуть-чуть сюда еще сверху. Вот так. Я хочу по стенкам горшка вывести мох. Потом орхидея хорошо. Вот смотрите, сколько я мха положила. Ну, зелененький. Я думаю, что ей понравится мох. Он как раз будет подтягивать. О, и может начнет прорастать. Смотрите, как будет здорово. Так, ее остатки коры я сейчас засыплю. Орхиата ее. Вот тут, девчонки, на тарелке осталось. Орхиата и пеностекло. Я осмокот. Девочки, я осмокот чуть-чуть положила. Думаю, ну, может, она голодная. Знаете, как бывает. Что как-то вроде сейчас просто не добавляешь удобрения, потому что как бы цвела. Думаю, может, это ее... Да, многие боятся осмокот. Говорят, что корни обжигает. Да, если чуть-чуть, я не думаю, что он там прям сильно навредит. Так. Пустоты у нас еще есть. У меня есть авикора. Авикора — это кора неплохая. В ней много угля. Вот угля мы ей положим. Система получается закрытая. Надо уголь повыбирать. Да, дорогая, мы тебя пересаживаем в новую квартиру. Может, тебя повыше поднять? Не буду поднимать выше, потому что у нас будет, надеюсь, расти. Видите, как она измельчила листики, девочки? Видите? Она заболела, вот так я вам покажу. Она заболела, измельчила листья. Начала мельчить. Так.
Тут кора, в принципе, средней фракции. Но она и не мелкая, и не крупная. Слушайте, ну я думаю, ей должно понравиться. Будет ей куда растить корешки. Трамбовать я ничего не буду. Ой, девчонки. Да я мимо сыплю. Пособираю. А вея еще не разработанная. Она постепенно разработается. Так, что я все рассыпала здесь? Сажала одна. Сажала, высаживала, все порассыпала. Так. Сверху, конечно, лучше мелочь понасыпать. Вот здесь есть пространство, я вижу. Пространство. Так, я сейчас помельче выберу. Наверх не нужны большие куски. Вот корневую хорошо будет видно. Видите, девочки? Класс. Слушайте, надо было, может, мох немножко подтянуть сюда повыше. Фитиль сделать. Что-то я не подумала. Так, эти большие куски не надо. Это какая-то щепа. Так, уголек. Так, сейчас я подумаю, девчонки. Кстати, вот сухие корешки. Их немного, но они есть. Я их сразу не пообрезала. Ну, кончики. Немножко тут. Вот этот вот тоже. Так особо сухих нет. Так, ну что здесь? Что здесь получилось? Ну вот есть пустота здесь. Надо взять палочку, пропихивать туда. И сильно не хочется трамбовать, потому что если затрамбуешь, сильно будет очень будет нехорошо. Так, ребята, добавила ей немножко мха на поверхность живого. Ну, не знаю, как она отреагирует. Конечно, поливать я не буду. Видите, все корни зеленые. Там у нее влажно внутри. Мох влажный. Я буду смотреть по состоянию корней. И потом проливом пролью. Здесь будет немножко влага. Она будет испаряться. Посмотрим. Посмотрим, как в этой посадке она будет себя вести. Не знаю, что еще ей предложить. Какой вариант. Но мне интересно, какой будет эффект. Отреагирует она на новую посадку или не отреагирует. Сейчас отправляю ее на стеллаж под освещение. Ну, она цветет. Очень долго держит свои цветочки. Вот знаете, меня устраивает ее корневая. Меня устраивает ее цветение. Это первое цветение ее вообще. Но меня не устраивает ее листовая масса. Она такая вообще. Девочки, видела у вас там прям зеленые листы. Почему у меня желтое? Что ей не хватает? Вроде удобрения получает. Не знаю. Посмотрю. В общем, девчонки, если будет нормальная тенденция, хорошая, все будет классно, посмотрим с вами это видео. Посмотрим, как мы ее пересаживали. Ну, давайте, пойдемте, поставим ее на ее место. Мне интересно, она здесь поместится. Вот так вот. Ну, вот такая у нее теперь посадочка. Вот тут я, конечно, надо сейчас, все-таки надо взять палочку, коринку протолкнуть. Сильно такой карман получился. А с другой стороны, для закрытой системы хорошо, когда есть карманы. Ну, сейчас, подождите. Возьму палочку. А ну. Давайте, девчонки. Вот туда пару коринок и мох пропихнем. У меня очень жарко. Может быть, в закрытой системе понравится ей. Посмотрим. Ну вот видите, какой желтый лист. Ну что это? Посмотрим. Что-то девушке не нравится, она капризничает. Капризничает девушка. Ну, будем искать подход. Девочки, вы знаете, я вам такое скажу по своему опыту. Очень часто, когда купишь духленькую орхидею нездоровую, вот не покупайте, если видите, листья такие, ну, никакущие. Ну, у меня выбора не было, потому что я
схватила, ну вот это же с рук, тем более пересылка. Ну вот она пришла вот такая несчастная. Ну хоть зацвела я ее. Уже мы полюбовались, что это действительно она, что она цветет. Но она мне уже столько нервов вымотала. Ну вот так, смотрите, да, девочки? Керамзит, кокосовое волокно. Ну это чтобы была аэрация. Мох, там и уголь, и кора, и пеностекло, и все вместе. И внутри археата. Мама дорогая, такой микс. Не знаю. Мне бы понравилось. Все, друзья мои, обнимаю. Всем хорошего настроения, всем красиво цветущих и здоровых орхидей. Надеюсь, что мы ее выздоровим. Видите, измельчила листик. Капец. Все, пока, друзья.